Привет, друзья! В этом видео мы отправимся в одно из самых удаленных и экзотических мест на планете – Соломоновы острова. Этот архипелаг в Тихом океане известен не только своими потрясающими пейзажами, но и богатой историей, уникальной флорой и фауной, а также местной культурой. Если вы мечтаете об уединении на белоснежных пляжах, дайвинге среди коралловых рифов или просто хотите узнать больше об этом уголке мира, оставайтесь с нами. Погрузимся в атмосферу этих чудесных островов и откроем для себя их тайны. История Соломоновых островов насчитывает тысячи лет и начинается с заселения архипелага представителями австронезийских народов примерно 30 тысяч лет назад. Эти ранние переселенцы прибыли с островов Юго-Восточной Азии и принесли с собой навыки мореплавания и сельского хозяйства. Со временем на островах развились уникальная культура и язык, которые и сегодня сохраняются среди местного населения. Примерно 4000 лет назад сюда прибыли носители лапитской культуры, известные своей керамикой и характерным орнаментом. Эта культура оставила значительный след в истории архипелага и повлияла на развитие общества на Соломоновых островах. В 1568 году испанский мореплаватель Альваро Менданья де Нейра стал первым европейцем, который достиг Соломоновых островов. Он дал архипелагу это название, полагая, что нашел земли, богатые золотом, подобно легендарным копьям царя Соломона. Однако последующие экспедиции не подтвердили этих ожиданий. После открытия архипелаг на долгое время остался вне внимания европейцев. В XIX веке начались контакты с европейскими торговцами и миссионерами. Соломоновы острова стали важным пунктом для торговли копрой, сушеной мякотью кокосов, и набора рабочей силы для работы на плантациях в других частях Океании. Это нередко сопровождалось насильственными действиями, что вызвало недовольство среди местных общин. В этот период также началась активная христианизация населения, что сильно изменило культурный облик архипелага. В 1893 году Соломоновы острова стали британским протекторатом. Британское правление внесло значительные изменения в экономику и административную структуру архипелага. Развивалась инфраструктура, однако влияние колониальных властей оставалось ограниченным в отдаленных регионах. Во время Второй мировой войны Соломоновы острова стали ареной ожесточенных сражений между союзниками и японскими войсками. Битва за Гуадалканал в 1942-43 годах стала одной из ключевых кампаний на Тихоокеанском театре военных действий и ознаменовала начало наступления союзников против Японии. Последствия войны оставили значительный след в жизни островитян. После войны Соломоновы острова постепенно двигались к самоуправлению. В 1978 году архипелаг получил независимость от Великобритании и стал суверенным государством с парламентской демократией. Однако страна столкнулась с множеством вызовов, таких как экономические трудности и этнические конфликты. В начале 21 века политическая нестабильность и межэтнические столкновения привели к вмешательству международных миротворческих сил под эгидой региональной миссии помощи Соломоновым островам. Постепенно ситуация стабилизировалась, и страна начала развивать свою экономику, ориентируясь на туризм, сельское хозяйство и рыболовство. Сегодня Соломоновы острова сохраняют богатое культурное наследие и продолжают оставаться важной частью Тихоокеанского региона. Соломоновы острова представляют собой архипелаг из более чем 900 островов, расположенных в юго-западной части Тихого океана.
к востоку от Папуа-Новой Гвинеи. Их общая площадь составляет около 28 400 квадратных километров. Архипелаг состоит из крупных высокогорных островов вулканического происхождения и множества небольших низинных коралловых атоллов и рифов. Основные крупные острова, такие как Гуадалканал, Малаита, Санта-Исабель, Шуазёль и Нью-Джорджия, имеют гористую местность с густыми тропическими лесами. Центральные хребты тянутся вдоль каждого из этих островов и достигают значительных высот. На Гуадалканале находится самая высокая точка архипелага – гора Попонамасио, поднимающаяся на высоту около 2335 метров над уровнем моря. Горы архипелага проросли густыми лесами и служат важным источником пресной воды для местных сообществ. Реки на островах, как правило, короткие и быстрые, берут начало в горах и стекают к побережьям. Они часто формируют узкие ущелья и водопады. Некоторые реки используются для ирригации и снабжения пресной водой. Берега крупных островов изрезаны бухтами и заливами, создавая удобные природные гавани. Коралловые острова и атоллы, такие как Реннел и Беллона, имеют совершенно иной ландшафт. Они преимущественно плоские, с песчаными пляжами и лагунами, окруженными коралловыми рифами. Эти рифы играют важную роль в экосистеме архипелага, защищая побережье от эрозии и создавая богатую среду обитания для морских организмов. Геологически Соломоновы острова расположены на границе Тихоокеанской и Индо-Австралийской тектонических плит, что обуславливает их вулканическую активность и частые землетрясения. Некоторые острова имеют действующие вулканы, такие как вулкан Тинакула на острове Темоту. Вулканы и тектонические процессы продолжают формировать рельеф архипелага, добавляя к нему новые элементы и изменяя существующие ландшафты. Побережье Соломоновых островов разнообразны, от крутых скалистых обрывов до протяженных песчаных пляжей и мангровых болот. Мангровые леса играют важную роль в экологии архипелага, защищая берега от штормов и предоставляя убежище для множества видов дикой природы. Ландшафт и рельеф Соломоновых островов создают уникальную природную среду, которая поддерживает биоразнообразие региона и определяет жизнедеятельность местных сообществ. Соломоновы острова расположены в экваториальном поясе и характеризуются влажным тропическим климатом. Температура воздуха на протяжении всего года остается стабильной и колеблется в диапазоне от 24 до 31 градуса Цельсия. Суточные и сезонные перепады температур минимальны, что связано с близостью архипелага к экватору и влиянием океана, который сглаживает температурные колебания. Одной из ключевых особенностей климата является высокая влажность, которая в среднем составляет около 80%. Атмосфера остается насыщенной влагой большую часть года, что создает условия для активного роста тропической растительности. На Соломоновых островах выделяют два основных климатических сезона – влажный и относительно сухой. Влажный сезон длится с ноября по апрель и сопровождается обильными дождями и частыми грозами. В этот период над архипелагом проходит Южно-Тихоокеанская зона конвергенции, которая приносит большое количество осадков. Среднегодовое количество осадков составляет от 3000 до 5000 мм, причем на наветренных склонах гор их объем может быть еще выше. Влажный сезон также характеризуется повышенной активностью тропических циклонов, которые могут представлять серьезную угрозу для населения и инфраструктуры.
инфраструктуры. Несмотря на то, что архипелаг расположен за пределами основных маршрутов циклонов, некоторые из них все же достигают островов, вызывая сильные ветра и наводнения. Относительно сухой сезон длится с мая по октябрь и связан с преобладанием юго-восточных пассатов. В этот период количество осадков уменьшается, а погода становится стабильной и солнечной. Однако даже в сухой сезон дожди остаются обычным явлением, особенно в горных районах. Климатические условия Соломоновых островов способствуют развитию богатой экосистемы, но также создают вызовы для местного населения. Частые наводнения и штормы могут разрушать инфраструктуру и сельскохозяйственные угодья. В последние десятилетия отмечаются изменения климатических условий, связанные с глобальным потеплением. Уровень моря постепенно поднимается, что угрожает низменным коралловым островам и прибрежным районам. Погодные условия архипелага играют важную роль в жизни его жителей, определяя сезонные циклы сельского хозяйства, рыболовства и других видов деятельности. Умение адаптироваться к особенностям местного климата является важным аспектом повседневной жизни на Соломоновых островах. Население Соломоновых островов представляет собой этнически и культурно разнообразное сообщество. По последним оценкам, численность населения составляет около 700 тысяч человек. Большая часть жителей сосредоточена на крупных островах, таких как Гуадалканал, Малаита и Санта-Исабель, хотя значительное количество людей также проживает на множестве мелких островов архипелага. Основную этническую группу составляют меланезийцы, которые составляют примерно 95% населения. Кроме них, на архипелаге проживают также полинезийцы и микронезийцы, которые образуют небольшие, но важные общины. Меланезийские и полинезийские культуры имеют давние корни и сформировали уникальные обычаи и традиции, которые сохраняются до сих пор. Официальным языком является английский, однако для повседневного общения используется Pidgin English, известный как Соломонский пиджин. На островах также существует огромное количество местных языков, более 70. Эти языки принадлежат к австронезийской языковой семье и играют важную роль в культурной идентичности различных общин. В религиозном плане большая часть населения является христианами, преимущественно протестантами и католиками. Христианство распространилось на архипелаге в XIX веке благодаря деятельности миссионеров. Однако в некоторых отдаленных районах сохраняются элементы традиционных верований и обычаев, которые гармонично сосуществуют с христианскими практиками. Основным занятием жителей Соломоновых островов остается сельское хозяйство. Большая часть населения занята в натуральном хозяйстве, выращивая кокосы, таро, батат, кассаву и бананы. Рыболовство также играет важную роль, особенно для прибрежных сообществ. В последние десятилетия увеличилась занятость в лесозаготовительной и рыболовной промышленности, хотя эти отрасли часто подвергаются критике из-за экологического ущерба. Социальная структура на Соломоновых островах сохраняет традиционные черты. Местные общины часто организованы вокруг родовых групп, которые играют важную роль в принятии решений и управлении ресурсами. В некоторых районах влияние традиционных вождей остается значительным, несмотря на существование современной политической системы. Демографически население Соломоновых островов является молодым. Более половины жителей – это люди младше 25 лет. Высокий уровень рождаемости сопровождается вызовами, связанными с ограниченным доступом к медицинским услугам и образованию. Тем не менее, правительство страны при поддержке международных организаций стремится улучшить условия жизни и предоставить более широкие возможности для развития молодежи. Население Соломоновых островов сохраняет крепкие культурные и социальные связи, несмотря на внешнее влияние и вызовы современного мира.
Флора и фауна Соломоновых островов отличаются большим разнообразием и уникальностью благодаря изолированному расположению архипелага и его тропическому климату. Острова покрыты густыми тропическими лесами, которые занимают значительную часть территории и являются домом для множества редких растений и животных. Растительный мир включает более 4500 видов растений, многие из которых являются эндемиками, встречающимися только на Соломоновых островах. Влажные тропические леса богаты деревьями из семейства диптерокарповых, миртовых и лавровых. Здесь также растут пальмы, такие как кокосовая и саговая пальмы, которые играют важную роль в жизни местного населения. Орхидеи и папоротники украшают подлесок лесов и мангровых зарослей, которые распространены вдоль прибрежных районов. Мангровые леса выполняют важную экологическую функцию, защищая побережье от эрозии и предоставляя среду обитания для многих морских видов. Внутренние районы островов изобилуют фруктовыми деревьями, такими как манго, хлебное дерево и бананы. В горных районах встречаются прохладолюбивые растения и мхи, образующие уникальные экосистемы. На Коралловых островах преобладают сухолюбивые виды растений, приспособленные к бедным почвам. Животный мир архипелага также весьма разнообразен. Несмотря на отсутствие крупных млекопитающих, здесь обитают различные виды летучих мышей, включая несколько видов крупных фруктовых летучих лисиц. Эти животные играют важную роль в опылении и распространении семян растений. Среди других млекопитающих стоит отметить мелких грызунов и интродуцированных видов, таких как свиньи и собаки. Птичий мир архипелага богат и включает около 200 видов птиц, из которых многие являются эндемиками. Одним из самых ярких представителей являются райские птицы, попугаи и голуби. На Соломоновых островах обитают также редкие виды сов и певчих птиц. Птичий мир играет важную роль в экосистеме архипелага, способствуя распространению семян и контролю популяций насекомых. Реки и прибрежные воды Соломоновых островов населены множеством пресноводных и морских видов животных. Здесь встречаются рыбы, креветки и крабы, которые являются важным источником пищи для местных жителей. Прибрежные коралловые рифы изобилуют жизнью и представляют собой одну из самых богатых экосистем в мире. На рифах обитают множество видов рыб, морские черепахи, моллюски и другие морские организмы. Рептилии представлены несколькими видами ящериц, змеями и морскими черепахами. Среди амфибий можно встретить различных видов лягушек. Пресмыкающиеся играют важную роль в пищевых цепях и поддержании экологического баланса. Насекомые на Соломоновых островах также многочисленны и разнообразны. Здесь обитают бабочки, жуки и муравьи, многие из которых имеют уникальные особенности. Некоторые виды насекомых выступают важными опылителями растений, в то время как другие могут создавать проблемы для сельского хозяйства. Флора и фауна Соломоновых островов находятся под угрозой из-за деятельности человека. Вырубка лесов, изменение климата и разрушение коралловых рифов негативно сказываются на биоразнообразии архипелага. Однако местные и международные природоохранные организации предпринимают меры для сохранения уникальной природы этих островов. Соломоновы острова славятся своими уникальными природными и культурными достопримечательностями, которые привлекают путешественников, исследователей и любителей природы. Одним из самых известных мест является остров Гуадалканал, на котором происходили крупные сражения во время Второй мировой войны. На острове сохранились многочисленные военные артефакты, памятники и музеи, такие как военный мемориал американской пехоты и музей Вестерпойнт.
Пойнт, где можно узнать о военной истории региона и увидеть остатки военной техники, включая танки и самолеты. Для любителей природных красот особый интерес представляет остров Реннелл, крупнейший поднятый коралловый атолл в мире, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Центральная часть острова занята озером Тегана, окруженным густыми лесами и уникальной флорой и фауной. Это место является важным объектом для экологических исследований и привлекает туристов своей нетронутой природой. Коралловые рифы Соломоновых островов считаются одними из самых красивых и богатых в мире. Водолазы и любители снорклинга стремятся посетить такие места, как лагуна Мариова на острове Нью-Джорджия и рифы вокруг острова Уполо. Здесь можно увидеть красочные кораллы, тропических рыб, морских черепах и даже затонувшие корабли времен Второй мировой войны. Культурное богатство архипелага также представляет большой интерес. На острове Малаита местные жители сохраняют традиционные способы жизни и ремесла. Одним из уникальных культурных явлений является искусство создания музыкальных инструментов, таких как панфлейты и барабаны. Посетители могут принять участие в традиционных церемониях и узнать больше о жизни местных общин. На острове Санта-Исабель расположена деревня Сиви, известная своими древними петроглифами, которые являются важным археологическим памятником и свидетельствуют о жизни коренных народов архипелага. Эти высеченные изображения на камнях представляют собой сцены охоты и мифологические символы. Для тех, кто интересуется активным отдыхом, Соломоновы острова предлагают отличные возможности для трекинга и исследования горных хребтов. Восхождение на гору Попоманасеу, самую высокую точку архипелага, позволяет насладиться захватывающими видами тропических лесов и прибрежных ландшафтов. Мангровые леса и лагуны в районе островов Темоту привлекают любителей экотуризма и наблюдения за птицами. Здесь можно увидеть редкие виды пернатых и насладиться тишиной и уединением вдали от цивилизации. Достопримечательности Соломоновых островов отражают гармоничное сочетание богатой истории, культурного наследия и удивительных природных красот. Архипелаг предлагает уникальные впечатления для тех, кто ищет путешествий вдали от привычных туристических маршрутов. Транспортная система Соломоновых островов развита умеренно и основывается главным образом на водном и воздушном сообщении. Географические особенности архипелага, состоящего из множества островов, делают передвижение между ними сложным и зависящим от погодных условий. Водный транспорт играет ключевую роль в обеспечении сообщения между островами. Местные лодки и паромы являются основным способом передвижения для жителей и перевозки товаров. Большинство населенных пунктов расположено на побережье, что делает морские пути наиболее удобными. На крупных островах, таких как Гуадалканал и Малаита, работают регулярные паромные линии, связывающие прибрежные города и деревни. Частные рыбацкие лодки также часто используются для местных перевозок, особенно на небольших островах. Воздушное сообщение обеспечивает быструю связь между удаленными районами архипелага. Главный международный аэропорт расположен недалеко от столицы Хониара на острове Гуадалканал. Авиакомпании предлагают внутренние рейсы между основными островами, включая Малаиту, Нью-Джорджию и Санта-Исабель. Многие из местных аэропортов представляют собой небольшие взлетно-посадочные полосы с ограниченной инфраструктурой. Воздушный транспорт является важным средством доставки грузов и медицинской эвакуации. Дорожная инфраструктура на Соломоновых островах развита слабо и ограничена главным образом крупными островами. Асфальтированные дороги
имеются только в столице Хониара и некоторых ее окрестностях. В сельских районах преобладают грунтовые дороги, которые становятся практически непроходимыми в сезон дождей. В некоторых горных районах дороги полностью отсутствуют, и доступ к деревням возможен только пешком или на лодке. Общественный транспорт представлен минивэнами и автобусами, которые курсируют в пределах Хониары и других крупных населенных пунктов. Этот вид транспорта популярен среди местных жителей благодаря своей доступности. Такси также доступны в столице, хотя их число ограничено. На островах распространены мотоциклы и велосипеды, особенно в сельской местности, где дороги менее пригодны для автомобилей. Из-за ограниченной дорожной сети и удаленности многих островов значительная часть грузов и пассажиров перемещаются по морю или воздуху. В последние годы предпринимаются усилия по улучшению транспортной инфраструктуры, включая строительство новых дорог и модернизацию портов. Международные организации и правительства страны работают над проектами по улучшению связи между островами и доступности транспортных услуг для местного населения. Несмотря на существующие трудности, транспортная система Соломоновых островов продолжает развиваться, играя важную роль в поддержании жизнедеятельности архипелага и экономических связей между островами. Развлечения на Соломоновых островах тесно связаны с природой, культурой и традиционным образом жизни архипелага. Здесь нет массовых развлекательных центров и крупных курортов, характерных для популярных туристических направлений. Однако острова предлагают уникальные возможности для отдыха и активного времяпрепровождения вдали от цивилизации. Одним из самых популярных развлечений является дайвинг и снорклинг. Соломоновы острова славятся своими живописными коралловыми рифами и богатым подводным миром. Наиболее известные дайвинг-места включают затонувшие корабли времен Второй мировой войны возле острова Гуадалканал и коралловые рифы лагуны Мариово. Воды архипелага идеально подходят для наблюдения за разнообразными рыбами, морскими черепахами и другими морскими обитателями. Рыбалка также является важным видом развлечений как для местных жителей, так и для туристов. Соломоновы острова предлагают отличные условия для глубоководной рыбалки. Рыболовы могут поймать тунца, барракуду и другие виды тропических рыб. Часто организуются специальные туры для любителей рыбалки, где местные гиды помогают найти лучшие рыболовные места. Для тех, кто предпочитает активный отдых на суше, острова предлагают маршруты для трекинга и пеших прогулок. Восхождение на гору Попоманасео на острове Гуадалканал – это настоящее приключение, которое позволяет насладиться потрясающими видами тропических лесов и окружающих ландшафтов. Тропические джунгли богаты экзотической флорой и фауной, что делает прогулки особенно захватывающими для любителей природы. Культурные развлечения включают посещение местных деревень и участие в традиционных церемониях и фестивалях. Местные жители охотно делятся своими обычаями, демонстрируют традиционные танцы и музыку. Одним из интересных аспектов культуры является искусство создания деревянных резных изделий и украшений. Туристы могут посетить мастерские ремесленников и приобрести уникальные сувениры. Музыкальные и танцевальные представления также играют важную роль в развлечениях на Соломоновых островах. Местные жители с удовольствием исполняют традиционные мелодии на панфлейтах и барабанах. Участие в музыкальных вечерах позволяет лучше понять культурное наследие архипелага и насладиться живыми выступлениями. Пляжный отдых является неотъемлемой частью развлечений на архипелаге. Белоснежные пляжи с пальмами и кристально чистой водой создают идеальные условия для расслабления. Пляжи на островах Упола и Нью-Джорджия
славится своей красотой и уединенностью. Местные рынки и ремесленные лавки также представляют собой интересное место для посещения. Здесь можно найти изделия ручной работы, экзотические фрукты и традиционные деликатесы. Общение с местными продавцами часто превращается в уникальное знакомство с культурой и традициями островов. Развлечения на Соломоновых островах ориентированы на тех, кто ценит природу, спокойствие и возможность погрузиться в аутентичную атмосферу удаленного архипелага. Проживание на Соломоновых островах представлено различными вариантами, от комфортабельных гостиниц до простых бунгало и гестхаусов. Столица Хониара на острове Гуадалканал предлагает наибольший выбор современных отелей, ориентированных на бизнес-путешественников и туристов. Здесь можно найти отели с кондиционерами, ресторанами, бассейнами и другими удобствами. Многие из них также предоставляют услуги по организации экскурсий и трансферов. На более удаленных островах, таких как Малаита, Нью-Джорджия и Гизо, преобладают эко-курорты и бунгало, расположенные на пляжах или рядом с тропическими лесами. Эти варианты проживания чаще всего ориентированы на тех, кто ищет уединения и близости к природе. Бунгало обычно строится из традиционных материалов, таких как пальмовые листья и бамбук, что придает им уникальный, аутентичный вид. В некоторых из них отсутствуют современные удобства, но это компенсируется захватывающими видами на океан и ощущением полной гармонии с природой. Эко-курорты часто предлагают своим гостям уникальные впечатления, такие как экскурсии в тропические леса, наблюдение за птицами и занятия дайвингом или снорклингом. Некоторые из них поддерживают инициативы по устойчивому туризму и взаимодействуют с местными сообществами, позволяя гостям познакомиться с культурой и традициями островов. Для бюджетных путешественников доступны гестхаусы и хостелы, которые предоставляют базовые условия для проживания. Такие варианты обычно встречаются в Хониаре и на крупных островах. Здесь можно рассчитывать на чистые комнаты, общие или отдельные ванные комнаты и общие зоны отдыха. Это идеальный выбор для тех, кто путешествует самостоятельно и хочет сэкономить. Некоторые туристы предпочитают остановиться в деревнях и принять участие в программе культурного обмена. Это позволяет не только сэкономить на проживании, но и получить уникальный опыт общения с местными жителями, познакомиться с их образом жизни и традициями. В таких случаях гости часто проживают в традиционных хижинах и питаются местными блюдами. На Соломоновых островах также есть несколько люксовых курортов, предлагающих высокий уровень комфорта и эксклюзивные услуги. Они располагаются на частных островах или уединенных пляжах и предоставляют своим гостям виллы с видом на океан, персональные услуги и спа-процедуры. Такие курорты идеально подходят для романтических путешествий или медового месяца. Несмотря на то, что варианты проживания на Соломоновых островах могут быть ограничены по сравнению с более популярными туристическими направлениями, их разнообразие позволяет удовлетворить потребности как любителей комфорта, так и тех, кто ищет аутентичный и экологичный отдых. Добраться до Соломоновых островов можно главным образом воздушным путем, так как это изолированный архипелаг в южной части Тихого океана. Основные международные рейсы прилетают в аэропорт Хониары, который также известен как аэропорт Хендерсон. Это главный транспортный узел страны и точка прибытия для большинства путешественников. Прямые международные рейсы на Соломоновы острова доступны из нескольких стран. В частности, регулярные рейсы выполняются из Австралии, преимущественно из Брисбена. Авиакомпании предлагают удобное сообщение с архипелагом. Путешествие из Брисбена занимает около 3 часов.
часов. Для путешественников из Новой Зеландии можно добраться с пересадкой в Австралии или на Фиджи. Некоторые рейсы также отправляются из Папуа-Новой Гвинеи и Вануату. Авиакомпания из Фиджи предлагает рейсы через Нади, что делает Фиджи популярным транзитным пунктом для туристов, направляющихся на Соломоновы острова. Из Европы, Северной Америки и Азии наиболее удобным маршрутом является перелет через крупные международные авиаузлы, такие как Сингапур, Гонконг или Токио, с последующей пересадкой в Австралии или Новой Зеландии. Время в пути из этих регионов может варьироваться от 20 до 30 часов в зависимости от количества пересадок и их продолжительности. После прибытия в международный аэропорт Хониары для путешествий между островами используются внутренние авиаперелеты. Местная авиакомпания обеспечивает рейсы на основные острова архипелага, включая Малаиту, Нью-Джорджию и Санта-Исабель. Внутренние перелеты часто являются единственным быстрым способом добраться до удаленных частей страны. Для тех, кто предпочитает морские пути, существуют грузопассажирские суда и паромы, курсирующие между островами, но прямых международных морских маршрутов нет. Туристы, путешествующие на частных яхтах, иногда заходят на Соломоновы острова, но это требует получения специального разрешения и прохождения таможенного оформления. Перед планированием поездки рекомендуется уточнить визовые требования и убедиться в наличии всех необходимых документов. Важно также учитывать сезонность и погодные условия, так как во время сезона дождей возможны задержки или отмены рейсов. Ну вот, мы и завершили наше путешествие по Соломоновым островам. Надеюсь, вам понравилось узнавать о красотах этого уникального архипелага, его истории и культуре. Если вы когда-нибудь решите отправиться сюда, вас ждут незабываемые приключения и удивительные открытия. Поделитесь в комментариях, что вас больше всего впечатлило, и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео о самых необычных уголках нашей планеты. До встречи в следующем видео!